Привет, меня зовут Сергей, и это не дождь и не град, это падают клипсы, которые есть в каждой пачке резинок. Я думаю, что у вас таких клипс скопилось уже очень много, и вы не знаете, куда их деть. А в этом уроке я вам расскажу, потому что сегодня мы с вами сделаем очень классный браслет, для которого понадобится довольно большое количество таких клипс, и вы сможете их как раз сюда применить. Я надеюсь, урок вам понравится, поэтому поставьте лайк и давайте начнем. Приготовьте ваш крючок и резинки, которые вы будете использовать в процессе плетения этого браслета. Но прежде всего давайте определимся с тем, какие цвета нам понадобятся. Наш браслет будет состоять из вот таких отдельных квадратиков, деталек. Внутри мы видим резинку, скрученную вдвое, коричневого цвета. И в этом уроке будем использовать коричневый цвет для этой детали. По центру видим бирюзовые резинки, и сейчас тоже будем использовать бирюзовые. По кругу же у нас здесь, в этой детали, красные резинки. Однако в уроке я буду использовать салатовые, для того, чтобы создать деталь другого цвета. Итак, давайте приступим. Сначала начнем именно с центральной детальки из коричневого цвета. Берем одну резинку коричневую, накидываем на крючок и закручиваем ее 2 оборота. Далее берем одну бирюзовую резинку и 2 оборота коричневой скидываем на бирюзовую. Вторую часть бирюзовой возвращаем обратно на крючок. Далее берем салатовую резинку, накидываем на кончик крючка и на нее скидываем 2 петельки бирюзовых. Вторую часть салатовой возвращаем обратно на крючок. На данном этапе у нас получается цепочка, состоящая из 3 звеньев. Но те салатовые резинки, которые у нас сейчас находятся на крючке, у нас должны превратиться в петельку. Для этого мы одну часть этой резинки протаскиваем внутри другой ее части и немножко затягиваем. Затягивать нужно совсем слабо, совсем чуть-чуть. Далее продолжаем. Обратите внимание на салатовую резинку. Мы видим, у нее здесь поперек есть перемычка. С другой стороны, такой перемычки нет. Перемычка должна смотреть на нас. Она сейчас смотрит на нас, и мы заводим крючок с той стороны, оттуда, и засовываем его внутри бирюзовых резинок. Покажу еще раз. Вот у нас так сейчас крючок находится. Мы его загибаем и заводим с той стороны, проводя внутри бирюзовых резинок. Перемычка салатовая смотрит на нас. После этого у нас сейчас на крючке 3 резинки. 2 бирюзовых, 1 салатовая. Берем салатовую, накидываем на крючок и протаскиваем только через бирюзовые резинки. Вторую часть этой салатовой возвращаем обратно на крючок. И на данном этапе у нас 3 салатовых резинки на крючке. Дальше та салатовая резинка, которая находится левее всего, мы ее захватываем и протаскиваем внутри 2 других резинок. И тоже немножко затягиваем петельку. У нас на голубой резинке сейчас получилось 2 петельки. Вот одна, и только что мы вторую сделали. Дальше. Перемычка петелек и этой смотрят на нас. А крючок мы заводим с той стороны и засовываем внутри бирюзовых резинок. Вновь берем салатовую, накидываем на крючок и протаскиваем внутри. Внутри только бирюзовых резинок. Вторую часть салатовой возвращаем обратно на крючок. И та, которая у нас находится левее всего, захватывается и проводится внутри 2 других салатовых резиночек. И на данном этапе у нас уже 3 петельки на крючке. Перемычки этих петелек смотрят на нас, и поэтому мы вновь заводим крючок с той стороны, с другой, вытаскиваем его сквозь бирюзовые резинки и накидываем еще одну салатовую резинку, проводим сквозь бирюзовые,
возвращаем на крючок. И третью резинку проводим внутри двух других. На данном этапе 4 петельки на бирюзовой у нас находятся. После того, как 4 петельки мы сделали, нам нужно уже завести крючок не в бирюзовую резинку, а в коричневую. Заводим. Далее берем бирюзовую, накидываем на крючок, проводим внутри коричневой и другую часть бирюзовой возвращаем обратно на крючок. Никаких петелек пока не делаем, а берем вновь салатовую резинку. Накидываем на крючок и теперь продолжаем точно так же, как мы делали раньше. То есть проводим салатовую внутри двух бирюзовых, вторую часть салатовой возвращаем обратно на крючок, и резинка, которая находится левее всего, захватывается и проводится внутри двух других петелек. И получается, что у нас на новой бирюзовой резинке одна петля сделана, а на прошлой бирюзовой 4 петли, здесь одна. Поэтому нам нужно здесь, на этой бирюзовой, набрать еще 3 таких петли. Перемычка салатовой смотрит на нас. Мы заводим крючок с той стороны, накидываем салатовую, протаскиваем ее только сквозь бирюзовые резинки, вторую часть возвращаем обратно на крючок и самую левую зеленую резинку протаскиваем сквозь 2 другие. Получилась еще одна петелька. Далее перемычки на нас смотрят, заводим крючок с той стороны, еще одна зеленая, накидываем, протаскиваем только сквозь бирюзовые, вторую часть возвращаем обратно на крючок. Самая левая резинка у нас проходит сквозь 1 и 2, сквозь 2 зеленых. Далее 4-ю сейчас петлю сделаем, заводим, внутри бирюзовой накидываем салатовую, проводим только сквозь бирюзовые, вторую часть возвращаем на крючок. И делаем петельку таким образом. Посмотрите, на данном этапе у нас есть вот одна бирюзовая, на ней 4 зеленых петельки, и вторая бирюзовая, на ней тоже 4 зеленых петельки. Нам нужно сделать еще одну такую бирюзовую резинку, заводим крючок внутри коричневой, накидываем бирюзовую, проводим сквозь коричневую и вторую часть возвращаем обратно на крючок. Салатовая, накидываем и продолжаем. Сквозь 2 возвращаем. Проводим сквозь 2. Одна петелька есть. Далее заводим крючок опять через бирюзовые. Накидываем на него резинку. Проводим сквозь 2 бирюзовых. Возвращаем на крючок и вот эту протаскиваем сквозь 2 петельки. 2 у нас петли уже салатовых здесь. Вновь проводим, накидываем на крючок, вытаскиваем, накидываем и делаем петлю. 3 петельки и сейчас 4-ю сделаем. Просунули. 1, 2, 3. И вот эту салатовую, самую левую, протаскиваем сквозь другие 2. Замечательно. 4 петельки на этой бирюзовой у нас есть. И нам осталось сделать еще одну последнюю бирюзовую резинку, на которую накинуть 4 салатовых петельки. Крючок проводим сквозь коричневую, накидываем бирюзовую сюда, протаскиваем бирюзовую внутри коричневых и вторую часть возвращаем обратно на крючок. Пришла очередь салатовых, накидываем, протаскиваем, вторую часть возвращаем и протаскиваем сквозь 1 и сквозь 2. Вновь внутри бирюзовых крючок проводим 1, салатовую, делаем петлю. Следующая сейчас петля у нас будет делаться. 1, салатовую накинули, протаскиваем, 1, возвращаем,
И делаем петлю. 3 уже у нас. И осталась последняя салатовая. Протаскиваем крючок сквозь бирюзовые, накидываем салатовую и делаем петлю. 1 и 2. Замечательно. У нас получилось 4 бирюзовых резинки. На каждой бирюзовой резинке есть по 4 салатовых. Сейчас нам эту деталь нужно завершать. Обратите внимание на то, как ее завершать. Если мы посмотрим на эту деталь сбоку, особенно вот на это место обращаем внимание, то увидим, что одна резинка у нас идет поперек, по горизонтали, а после нее идут 2 резиночки как бы английской буквой В, галочкой. И нам нужно пропустить крючок сквозь эту галочку, сквозь правую резинку и сквозь левую. И на данном этапе на крючке у нас всего 3 резинки. Далее берем клипсу, или C-клипсу, или S-клипсу, или какую-нибудь другую, любую цветную. И нам ее нужно накинуть на все 3 резинки, которые у нас сейчас на крючке имеются. Я это, собственно, только что сделал. Теперь мы спокойно можем убрать крючок, потому что у нас ничего не распустится, так как все закреплено клипсой. Таких деталей вам нужно сделать 5 или 6, в зависимости от того, насколько большое, насколько широкое у вас запястье. Однако я покажу вам, как теперь соединять эти фигурки, эти детальки. Например, у нас есть еще одна такая, которую мы с вами сделали чуть раньше. И для их скрепления всего нам нужно будет 3 клипсы. Одна у нас накинута, вторую готовим и третью готовим. Посмотрите. Здесь, если мы вот так потянем, то увидим, что у нас есть резиночка, которая как бы по центру находится. Вот это. Сюда нам нужно закрепить одну клипсу. Закрепляем. И на другом цветке у нас, если мы вот так его немножко расширим, то увидим, что по центру слева есть красная резинка. Именно эта резинка у нас является центральной, и на нее нам нужно закрепить клипсу центральную другой части. Вот так. Дальше обращаем внимание на петельку, которая находится выше, и на петельку, которая находится немножко ниже. На ту петельку, которая находится выше, мы должны закрепить вот эту клипсу, которая у нас уже на другой детали накинута. Берем и просто закрепляем. Вот так. И после центральной, ниже, у нас есть здесь резинка и вот здесь резинка. И эти резинки нам тоже нужно закрепить клипсами. То есть мы берем одну клипсу, сначала на одной детальке закрепляем те резинки, которые идут чуть ниже середины. И с правой стороны, вот они хорошо видны, в них тоже просовываем клипсу. И получилось, что 2 детали у нас отлично и ровно закреплены 3 клипсами. Таким образом, нам нужно сделать еще несколько деталей и тоже скрепить их клипсами, для того, чтобы получился браслет нужной длины. И для того, чтобы его завершить, нам нужно просто закрепить первую деталь с последней. Все с помощью тех же клипс и с помощью тех же резинок, которые находятся в центре, которые находятся чуть выше от центра и чуть ниже от центра. Давайте я это тоже попробую сделать. Вот центральная клипса, и здесь посмотрим, где у нас центральная резиночка. Видите, она очень хорошо видна. Когда мы расширяем этот цветок, эту деталь, вот центральная, чуть выше центральной есть еще одна петелька, в нее мы вставляем другую застежку, а чуть ниже есть еще одна, в которую мы вставляем еще одну застежку. И, в общем-то, все, наш браслет готов. По-моему, очень оригинальный и замечательный, и широкий он у нас получился. Плетется, я думаю, несложно. Я постарался вам максимально подробно, на мой взгляд, объяснить.
Подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, если урок вам понравился, то вы поставите лайк. А также пишите в комментариях ваши впечатления, отзывы об этом браслете. И, возможно, что-то еще посоветуете или сможете высказать свое мнение. До новых встреч. Пока.